Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня, как вы поняли, я снова на Черничном хуторе, но уже один. Поэтому я вам предлагаю провести это время вместе со мной в таком вот прекрасном, чудесном месте. Сходим, наверное, в лес, попробуем порыбачить, да и найдем чем заняться. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.
Идем на рыбалочку, но не для себя, за карпиком, там, за амуром, а за карасиком для кошек. По одному, 2 карасика словим, и все, быстро. Ну, если получится. Последний раз не получилось. Как говорится, помни о себе, но не забывай о тех, кого приручили. Все, джинки и пчелки, по 2 карасика есть. Идем их порадуем, покормим. Пару денечков назад мы ходили в лес посмотреть грибочки, но так ничего не нашли. Засуха сильная, дождей сейчас нету. Такая погода по-настоящему летняя сейчас идет у нас. Но я решил, уже ближе к вечеру время идет, перед тем, как там за хозяйством управляться, сходить в лес, прогуляться, немножко глубже, посмотреть, никуда не спешить, время достаточно. Может, что-нибудь и найдем.
Но уже все замучились. Собаки полегли в траву. Вообще в сентябре в Беларуси можно собирать разные виды грибов. Белые, сыроежки, лисички, маслята. Но с тем климатом, который сейчас, природа вот так вот с ног на голову перевернулась. И сейчас мы сами приспосабливаемся к этому всему, потому что грибы растут непонятно когда. Рыба тоже непонятно. Она вроде есть, но она не клюет нигде. Из-за того, что постоянные перепады вот этой температуры, все не так. Сейчас такая погода, которая должна была быть летом, а она такая в сентябре. Пока основным нашим результатом похода в лес является только физическая нагрузка. Потому что мы уже с собаками намотали, я не знаю, километров 5 точно по лесу. И вот это, как я понимаю, вешенки, но они уже подсохли и начали вот так вот трескаться. Растут они такими вот большими пучками, назовем их так, таким целым букетом. Получают питание от различных пород древесины, поэтому вот они растут там на пнях разлагающихся. Ну а для приема в пищу, для питания, как бы я точно не знаю, пригодные они или нет, но вроде как пригодные. Напишите в комментариях, интересно будет почитать. Кто-нибудь вообще их готовит как-нибудь. Ну вот такой один подберезовик, как бы тоже результат, я считаю. Поэтому еще пока рано для грибов. Друзья, нужно подождать дождиков. Вот если сейчас дождики пару дней прошли, ну, я думаю, с такой погодой через недельку бы можно было хорошо насобирать. Дима и Валя скоро уже будут дома. И я тоже поеду собираться и буду возвращаться домой. Маленькую надо. А ты большую. Я маленькая. Очень маленькая. Нет, это с маленькой. Приехали мы к маме на дачу, выкопали с поля картоху. Будем сейчас перебирать. Грибочек. И я, естественно, Ты как всегда. как всегда. Но у бабы побольше Но у бабы сердца. была Вот грибочек. Грибочек. Грибочек нашла. Да, Поэтому у грибочек. нас глобальная работа, Красиво. как раньше в детстве. Только раньше в детстве было в поле. Ее вытрясывали и в поле собирали все. Вот
Вот еще надо добавить Поле яичко. тоже и комбайны раньше Папа. были. Мы обычно всегда в поле ехали. Но в поле было самое интересное, когда есть надо было садиться. Ну, как для меня. Смотри, грибочек. Во, яичко. Бабушка, смотри, сколько у меня картошки. У. Это уже можно нести. Где мама? Куда она ушла? Где мама? Я побежала есть. Все, бери кошек свой. Эй, эту. Бабушка, можно себя владеть? Вона і мілка, і вона повинна бути отака длинна. Я только даже... Справились. Как-то очень быстро. Ну, было не сильно много. Не помню, по детству такие горы, если высыпали. Но в основном собирали в полях. Выкапывалось, и сразу все шли, собирали, а потом мы все ссыпали, а потом все перебирали. В общем, 2 раза. Что в поле надо было быстро. Поэтому, я считаю, мы молодцы. И на зиму мы с запасами. Ну да. Закатки есть, компоты есть, картоха есть. Все, Что еще надо для Жить деревенской жизни? жить будем. Курица там, индюк свой есть. Все, больше ничего не надо. Поэтому уже скоро поедем домой, повезем урожай. Ну что, как дела? Вот, настоящее место, где можно почилить. Вы сегодня настоящие помощники, помогали вдвоем хорошо. Отойди. Вот, окно, лучшее место. Там еще второе есть, на которое Ника залазил. Да. И я. Короче, нам тут никакие кровати не нужны. 2 окна и все. До того был на окне там. А ты как тут оказалась? Оказалось. Спасибо вам двоим за помощь. Пожалуйста. А ты еще подумай, И сейчас- как я на своем окне оказалась. Если у меня там ни одного этого, ни одной, короче, коробочки с луком.
О, рукола яма. Рукола у меня есть. И вот там, смотри, сколько укропа. Нарвем на салатик. Что мы с тобой прошляпили, не посадили заново зеленуху. Мы Надо можем справляться. посадить. У нас же теплица. Мгм. Мы сейчас теплицу посадим. Давай, может, редиску и салатик. Давай посадим. Давай. И я посмотрю, мне, наверное, я же все на хуторе высаживала. Ну, в общем, надо купить. Я бы правильно? редисочкой не против И поесть. редиски попробовать. И если мы посадим ее в теплицу, есть шанс, что еще что-то будет. Надо было немножко раньше. Ну ничего, мы замотались. Мама нарвем. Сегодня салатик вечером кушаем. Вот на веточке укропа сидит. Я не вижу. Вот она зеленая. Там. Вон же. Вон, ниже опускайся. Только не трогай ее. Может, она уже начнет. Просто замерла и все. Не, в бабочку еще рано. Почему? Мои ноги, я за босой А тут камни. Зачем тут камни с мохом? Слышишь, морковки? Наша вообще в деревне. Единственное, что на хуторе есть. Ну, у нас Нормально просто уже медведка морковка поела ее. выросла. У нас медведка все съела. Вот, смотри, какая картошка. Так полезно приезжать, правда? Свое все закончилось. Так у нас вообще так обидно с морковкой. Так, а если мы в теплицу морковку посадим, она не вырастет? Уже не успеет. Вот, мы свою ту вот такую сейчас кушаем. На суп там. Такое. Нормально. Скоро и мы будем собирать. Тут уже у мамы молодая картошка, но она посадила раньше нас. Наверное, может, на неделе 2-3. Наверное, где-то так. И уже вон урожай. У мамы уже прям изобилие закаток, но мы хотим попробовать одну такую штучку. Это фрукты в желе. Персик, сливу она закрывала, эту дыню. Ну, мы хотим испытать, попробовать. Если будет вкусно, я сделаю такое же и поделюсь с вами рецептом. Поэтому будем пробовать? Да, будем. Фрукты в желе, да? И если очень вкусно, поделимся с нашими зрителями, да? Да. Ну все, пошли, будем пробовать. Да, вот так, вот, видишь. Давай идти.
я хочу закрыть новый рецепт, закатать. Это будет соус слив. Это очень-очень вкусно, необычно. Кажется, как из слив можно сделать соус к мясу. И ничего вообще сложного. Как обычно, легко и просто. И надо мало ингредиентов. Это сливы, специи и немножко времени. Будет рецепт делиться на два этапа. Первый этап: нам надо сливы очистить от косточки, все сложить в кастрюлю и поставить на огонь, поварить, а дальше уже будем добавлять наши специи. Поэтому сейчас займемся тем, что нам надо со сливами разобраться. На этот рецепт надо на порцию 2 килограмма. Мы сразу будем делать 4. То есть нам надо 4 килограмма очищенных от косточки слив. Я хочу сказать, что этот рецепт тоже так же разорвет, как и кетчуп. Я думаю, Это да. 100%. Ну, вкусный, очень вкусный. Кто любитель мяса с какими-нибудь соусами поесть, то за уши не оттащишь. А еще у нас есть один рецепт, но это надо, когда мы пойдем к моим родителям сделать. Да. Ну, то у них можно взять. Три вида к мясу соусов у нас есть. Да, они там делали чили. То есть из острого перца. Это надо просто в следующем году посадить острый перец. И все. Но это отвал. Там тоже вкусно. Поэтому сохраняем, не пропускаем и не пожалеете. Все, очистили сливы, теперь отправляем их на огонь, и после того, как они закипят, варим 20 минут. Дальше будем блендерить их. Все у нас начинает закипать. Теперь будем отсчитывать 20 минут. Вот как сок пустил хорошо. Все. Теперь, как сварили сливы, нам надо все добавить наши ингредиенты. Сюда входит приправа хмели сунели, чили, соль, сахар, чеснок, томатная паста и острый перец. У нас нету свежего острого перца, мы заменим его на перемолот. Ничем не поменяется. Мы в наш кетчуп тоже кабачковый кидаем. Поэтому все пропорции мы напишем в описании. Мы делаем двойную порцию, а мы напишем рецепт на одну. Сейчас всыпаем карри. Все высыпаем. Теперь соль. Соль? Можно я соль? Давай, я буду набирать, ты будешь писать. Это как будто снег такой. Мама, я сама. Нет, Можно надо я сама? не отмерить, надо ложку. Томатная паста нам надо на порцию 250 грамм, но у меня банка большая, я буду отмерять стаканами, таких 2 стакана по 250. Эту пиалку чеснока нужно выдушить, здесь 200 грамм на 2 порции. Сейчас это все взбиваем на огонь, как закипит 10 минут, и закатываем стерилизованные банки с крышками. Все, и наш соус готов. Это очень вкусно, поэтому И необычно. готовьте. Да, и необычно. Это очень необычный вкус. Да. Эй. Нам надо сахара
4 стакана на двойную порцию. Тут лапка і цей помагає Лапка. нам. Ну, понял. Дань. Ой. О, баба не Детку Тузову. Я деда это, ТикТок не раз это. Подводил Ага, с рыбалкой. да. Такі костручки, які больші. Пожаримо пирогів. Вареники з бобом. Физтерапия для реабилитации. Понял, а? Ну да. Я реабилитируюсь. Но врач сказал, надо работать. Поэтому работаю. Понял? Мгм. То, что Ты тоже и на рыбалку скоро, получается, Кутузова не можно. показывал еще людям? Кого? Кутузова. Не. Это я Кутузова. О, будут вареники с бобом. Супер. А когда на рыбалку уже? Ну, наверное, съездим в понедельник до врача и поедем на Дикое озеро, наверное. Да? А там же, наверное, выпрыгивает, мы просто на берегу будем собирать. Я тоже так думаю. Да. Представь себе, сколько уже я не ловил. Это ужасно. Ну, а тут баба придет, что на вареники выбирает. Будут вареники зяные, фирменные делать. Да. Ну да, они вкусные. Такие никто не сделает. Ну, так это же национальное блюдо. Как в этих шашлыки и все такое. Мы не показывали, не рассказывали, потому что были на Чиничном хуторе. У деда была операция, он занимался зрением, но сейчас он на реабилитации, скажем так. Поэтому, да, как он сказал, в понедельник едем к врачу, и дальше он там будет либо ходить с повязкой, либо уже, наверное, снимать, скорее всего, будет повязку. Но мы сегодня занимаемся целый день дома. Яна там занимается закатками. Я целый день занимаюсь на улице. Вроде как там покосить, туда-сюда немножко убраться, уже вон, вечер целый. Поэтому нужно ускоряться, потому что день короткий уже. Нужно закончить сегодня тут с наведением. Где-то что-то подремонтировать там, подубрать. И уже с завтрашнего дня мы дальше начинаем заниматься хутором.
Я подумал, что тут кора, смысла вообще нет. Сейчас мы ее давай соберем и на голубику раскинем. Ну да, кора Она тут не валяется нужна. Просто так, бессмысленно. А так она пользу принесет. Голубика ж любит кору? Да, это ей кислотность. Опилки, это ей кислота. Вообще идеально голубику не опилками застилать, а вот корой, иголками, шишками. Опилками, которые вот такие черные. Черные, да, вот это сразу кислотность дает большую. А свежие опилки, ну, надо время, чтоб. Но у нас там каждый год мы удобряем голубику, вот кто спрашивал, мы всегда раскидываем много опилок. Они постепенно гниют. Посмотрим, как они там гниют. Внутри, вот там сейчас раскопаем, посмотрим, черная она там или не черная. Давай. Дело пусть. Я могу немного. О, я уже вижу, там темная. Ну, да, Все, ну, уже там перегной идет. Вот там, глубоко. О, ну вот это вот свежие опилки. Это опилки, получается, вот этого года, вот эти верхние все. Угу. Да, она гниет. Там глубоко прям. О, там аж черная, во. Ну, все хорошо, она выделяет кислоту, которая надо. Ну, получается, одни Голубики. перегнивают, а вторые мы Готовятся. обновляем Да. по чуть-чуть. Я сейчас хотел сказать, что надо пользоваться последними летними деньками. Ну да. Очень хочется верить, что их будет еще много, но мы Но решили... на самом деле сейчас погода вот прям летняя. Летом такого не было. Мы летом вообще не хотели ни шашлыков, вообще Это ничего. не из-за этого, это То из-за ветер. того, что... Нет.
то холод, то Это еще все из-за что-то. того, что мы чувствуем приближение зимы и решили, может, сегодня ужин приготовим на улице. Думаешь? Думаю, да, из-за того, что скоро мы не Мне- очень захотим это делать на улице. Мне кажется, таких летних вечеров, как сейчас, вот последние недели, не Да, было было летом очень даже. тепло. Ну, Есть такое. Поэтому будем с вами готовить вкусный ужин на костре сегодня. Будем Ну да. наслаждаться запахом лета. мы вообще не рассказали, что мы готовим. Да, мы решили сегодня приготовить кускус с индейкой. У нас дети любят очень эту кашу, поэтому все сказали, да. Ну это, На чтобы самом понимали, это типа рис. Только он такой, типа, Мы щас маленький. покажем. Он такой маленький, как пшенка больше похоже. Но это кускус. Вот. Он очень вкусный, очень быстро готовится, потому что когда ты его закидываешь в горячую воду, он быстро напитывается, ну то есть он настолько быстро приготавливается, что вообще без всяких проблем. Поэтому мы сейчас тушим индейку, делаем вкусный салатик из всего домашнего. Вот. Еще помимо этого делаем баклажаны на костре и жарим колбаски. Вот такой вот у нас ужин. Мы рассказали свое меню на вечер.
Егор пришел, говорит, у меня майка классная. На ней написано «Я люблю Николь». А чё нет? Нет? А что, у тебя и другой парень есть? Ник? Кто тебе нравится? Сколько у тебя мальчиков? Один. Что? Что колени? На колени. Егор. Понятно. Он не видел. Егор, ты ничего не видел, не слышал, да? Но у нее тоже есть майка «Я люблю Егора». Я Саресов. Я люблю Егора. Как виноград. О! Пап, знаешь, что я хочу? Что? На улице поесть. Ну, я думаю, получится. Попробуем. Можно? Если поздно не будет. Все, у нас все готово. Мы высыпаем сейчас кускус и будем его помешивать. Он быстро готовится. Поэтому самое главное овощи и мясо приготовить. Матроскина хотим. Ну что, Ник, такой как надо получился? Тим? Да. Класс? Супер. Добавить красок в них. Творожный сырок, помидорчик. Вкуснота. Вот он вот такой вот рассыпчатый. Супер вкусная каша. Поэтому мы отошли от риса. Теперь мы вместо риса едим кускус, он гораздо вкуснее. Ну что, друзья, будем мы на вот этой вкусной ноте заканчивать серию. Подписываемся на канал. И ставим лайки. Всем пока-пока. Короче, это яичко от курицы. Желтая такая. Про дедушку с бабушкой мы не забыли. Поэтому наш ужин несем, угощаем. Ну, послушаем, вкусно или нет. Я потом вам расскажу. Все, всем пока.